Всем привет! Добро пожаловать обратно на канал. В этом видео мы будем продолжать говорить о конспекте. И если в первой части я поделилась с вами базовыми правилами, которые помогают сделать ваш конспект максимально эффективным, а также работать с ним максимально активно для того, чтобы обеспечить долгосрочное запоминание информации, которую вы в него вносите. Сегодня же мы поговорим о различных формах ведения конспекта, которые также помогают улучшить понимание информации, запоминание информации и делают конспект более и более продуктивным, эффективным и все более ценным и ценным помощником для вас в процессе обучения. И начну с самой простой и очевидной формы – это конспект с полями для заметок. Когда я училась в школе, мы эти поля чертили еще сами. Сейчас же практически в каждой тетради есть поля, но большинство людей как раз-таки повзрослев выбирают различные тетради, в которых нету этих самых полей. Но все дело в том, что этот участок конспекта или вашей тетради вы можете максимально продуктивно использовать, если будете записывать туда различные мысли, вопросы, заметки и так далее. Это очень хорошо выручает, когда вы пишете очень быстро конспект, то есть это лекция, это какой-то семинар или еще что-то. То есть когда вам нужно очень быстро обрабатывать информацию, заносить ее в ваши записи, но так или иначе появляются какие-то вопросы, какие-то непонятности, какие-то мысли вас посещают. И для того, чтобы не потерять всю эту информацию, очень хорошо помогают поля, на которые вы можете заносить все эти заметки. Вторая форма стала достаточно популярна в последнее время, и это 2 столбика для ваших заметок. Принцип здесь таков, что в первом столбике вы пишете вопрос очень конкретный, а во втором столбике отвечаете на него. Данная техника подходит как для лекций, так и для персонального конспектирования уже по каким-то там источникам, дополнениям и так далее. И эта форма конспекта базируется на том, что когда вы задаете вопрос, вы лучше прорабатываете информацию. То есть вы себе задаете вопросы и тут же на них отвечаете, либо используя свои знания, либо используя какие-то источники. Также вы можете проработать за счет этого какие-то экзаменационные вопросы и так далее. То есть весь этот метод построен на том, чтобы вы активно коммуницировали с информацией, которую вы получаете, и изначально ставили вопросы, а не просто линейно записывали какую-то информацию, которая вам кажется потенциально интересной, потенциально, возможно, то, что вам понадобится и так далее. Третья форма – это известные всем ментальные карты. При том, что многие о них знают, но очень мало кто использует. Но на самом деле это очень хорошая вещь, которая вам помогает хорошо структурировать ваши знания. То есть эта форма подходит все-таки для информации, которую вы уже восприняли, но вам нужно дальше с ней работать, то есть дальше прорабатывать, разбирать, и такие ментальные карты как раз-таки помогают выявлять пробелы в ваших знаниях, потому что, во-первых, вы находите все, что вы знаете, то есть вы выписываете основную тему, потом подтемы и так далее, и как раз-таки, когда у вас возникают проблемы, здесь, скорее всего, у вас пробел, то есть вам нужно больше уделить внимание. Ну и самое главное в ментальных картах – это то, что они помогают увидеть глубинную структуру информации, потому что так именно работает наш мозг. Мы не запоминаем какие-то отдельные факты, которые где-то там как-то там совмещаются и так далее. Мы запоминаем системами, мы запоминаем вот такими как раз ментальными картами, ну, приблизительно. И когда вы составляете по тем знаниям, которые вам нужны в долгосрочной перспективе, вы проделываете очень большую работу, а также вы находите те связи, которые не очевидны, потому что вся информация находится на одной поверхности, на одной плоскости, и вы начинаете совершенно иначе смотреть на те данные, которые вам уже и так известны. Соответственно, вы активно, опять-таки, работаете с информацией. Следующая форма дополнений – это вставки, сноски, которые помогают вам расширить и дополнить ту информацию, которая у вас уже есть. Например, вы составили красивенький конспектик, вы уже все переписали, записали, все красиво и замечательно, но потом выясняется, что какие-то вещи вы все-таки забыли. Либо вы разобрали, либо нашли какую-то информацию, которая вот находится в середине конспекта, но вам не хочется все переписывать. В этом случае просто вписывайте, что на такой-то странице или внизу, или сбоку, или еще где-то есть дополнение. Это очень простой момент, но многие про него забывают, потом где-то в каком-то месте пишут дополнительную информацию, но не указывают, где именно она, и потом начинаются долгие бессмысленные поиски того, что вы дописали, записали где-то, как-то, непонятно где, поэтому обязательно пишите адрес, где искать и что искать.
записывать. Предостерегу, если все-таки этих сносок будет очень много, советую все-таки переписывать конспект, дополнить, расширить. Лишним переписать конспект никогда не бывает, если вы его дополняете и расширяете, потому что вы опять-таки активно работаете с информацией. Пятая форма пришла к нам из Cornell Notes, которые кто-то любит, кто-то ненавидит. Чего-то среднего я не замечала, но за счет того, что эта система достаточно сложная, достаточно неоднозначная, к ней привыкнуть, ну, откровенно сложновато. Но все-таки хорошее из нее почерпнуть очень даже можно, и это как раз-таки выводы, либо итоги, суммаризирование, когда вот вы уже написали весь свой конспект, вы уже все проработали, вы молодец. Хорошо было бы в конце написать выводы. О чем там была речь? Очень коротко, очень сжато, очень по делу вы можете это все записать. Опять-таки, вы можете это проговорить просто вслух, вы можете повторить это про себя, но хорошо было бы это все записать. И когда вам, к примеру, через большой промежуток времени придется снова обратиться к конспекту, вы сможете по таким записям быстро восстановить, что там было, о чем там была речь. Возможно, вам даже не придется возвращаться к общим записям, потому что вот такие вот кусочки с выводами, суммаризацией ваших мыслей, они являются прекрасными ментальными зацепками, которые будут работать очень долго и очень продуктивно. Следующий вид конспекта подходит исключительно для самостоятельного составления конспекта, потому что он такой сложно сочиненный, но опять-таки он хорошо объединяет все предыдущие формы в одну такую большую форму, которая помогает вам хорошенечко составить конспект. Но это подходит только для больших тетрадей, в маленькой вы не развернетесь. Так вот, вы рисуете себе целых 3 столбика. В первом идет вопрос, затем пояснение и последний вывод. Как вы поняли, мы уже писали и вопросы, и пояснения, и выводы, но раздельно. Это является научно доказанным способом ведения конспекта, который хорошенечко все объединяет. Так вот, вначале вы задаете вопрос, что хорошо формирует ваш запрос, вы формируете, чего вам не хватает, и задаете этот вопрос. Затем вы ищете либо в себе, либо в дополнительных источниках ответ на данный вопрос, и вы раскрыто его пишете, то есть именно в этом столбике, во втором, вы так подробненько, полными предложениями расписываете ответ на ваш вопрос, то есть все, что к нему относится. А вот в последнем столбике вы пишете коротко, своими словами, о чем была речь. То есть очень короткий ответ на данный вопрос, который вы задали в первой части. Получается, вы обрабатываете небольшие куски информации очень тщательно. То есть мало того, что вы задаете конкретные вопросы, вы хорошенечко в них разбираетесь, и затем вы подытоживаете, проверяете свое понимание за счет записывания выводов. Соответственно, вот этот самый метод, он хорош и эффективен, он объединяет все предыдущие методы и собирает все самое лучшее, но занимает достаточно много времени, хотя в долгосрочной перспективе, опять-таки, в том количестве вещей, которые вы запомните, это все окупается. И последняя форма, о которой я немного упоминала в первой части, но я все-таки хочу отдельно это выделить, визуальные заметки. То есть все, что вы можете переработать в изображение, пожалуйста, перерабатывайте, потому что наш мозг мыслит образами. То есть если вы нарисуете даже самый кривой, непонятный рисуночек, но для вас он будет понятен, это уже хорошо. То есть вы хорошенечко запомните. Особенно если вы нарисуете что-то смешное, непонятное, заковыристое, вы обязательно это запомните, потому что яркие образы, особенно которые вызывают эмоции, там смех, грусть, отчаяние, что вы не умеете рисовать, это все очень хорошо. Чем больше эмоций подключается, тем лучше запоминается. Чем визуально интересней образ, опять-таки, тем лучше запоминается. Поэтому все возможные варианты перевода записи в изображение приветствуются. Рисуйте как угодно, чем угодно, дополняйте информацией, то есть рисуйте стрелочки, какие-то галочки, все что угодно. Это все будет очень хорошо, вы легко запомните информацию, вы легко сможете ее затем вспомнить. То есть, когда вам понадобится эта информация, вам достаточно закрыть глаза, и образ всплывет очень быстро в вашей памяти, чего мы и добиваемся, соответственно, в долгосрочной перспективе, как я уже говорила, это все очень хорошо окупается. Поэтому хорошо и грамотно составленный конспект дает вам очень большую пользу в плане запоминания. То есть, когда вы составляете вот такие вот сложно сочиненные конспекты, вы прикладываете массу усилий, вы активно включаетесь в процесс, вы активно перерабатываете информацию, и, соответственно, понимание приходит быстрее, а вы запоминаете больше информации, лучше информацию запоминаете, вы легче потом ее вспоминаете и так далее. Конечно же, это не исключает повторение через удаляющиеся промежутки времени, но все-таки составленный таким образом конспект является целым набором
набором ментальных зацепок, которые вам помогают затем вспомнить большие пласты информации. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.